Здравствуйте, я первый. Я передаю всем привет и приятного просмотра этого видео. И со мной сидит Это надо было в конце сказать. легенда русского Твича, уважаемый человек Заур Кумышев-Мурзаев. Ему, пожалуйста, передаю слово. Я второй. Всем привет. Вы сами знаете, с кем я сижу. Фруктоед, просто успешный человек, усы на голове. Я любитель фруктов, а не фруктоед, хочу уточнить. Только что с магазина пришли, купили кучу фруктов. Это уже не любитель. Это уже профессионал. Motherfucker, I've been mortified, fortified, feeling like a Mordecai. I ain't regular, feel like Jordan wearing 45. Traumatized, victimized, seen some of my niggas die. Knock you off a base with a bat when them niggas slide. Homicide, genocide, televised. Завтра матч, получается, ЕГЭ Thunder Awaken Слушай. и Secret LGD верхней сетки. Знаешь, что можем сделать? Можем, типа, вот каждый матче вот так сетку нашу свою построить прямо сейчас. Чем мы думаем, кто выиграет? Да, как Ну, тебе? так это и пытаюсь сказать. Да. Я думаю, что, несмотря на то, что Thunder Awaken очень сильно набрали, я все-таки поверю в ЕГЭ. Вот. Без шанса выиграют. Ну, я думаю, шанс у Thunder Awaken есть. Я думаю, ЕГЭ 2-1. Secret LGD, я думаю, 2-1 LGD или 2-0. Просто смотря на, ну, как бы... Хотя на самом деле, все, что я видел всегда в плей-офф от LGD, это 2 по 20. То, как они играют в плей-офф, это просто невероятно. Но с их нынешней формой, как будто бы Secret в состоянии отжать у них карту. Все-таки я поверю в LGD, хотя Secret тоже очень круто играет. Хакори без кост. Здесь очень интересный матч, потому что Хакори такой некий андердог, который может удивить. И я почему-то на самом деле... Ну, я на самом деле смотрел их матч какой-то, пока тебя не было, пока ты гулял. И мне не очень понравилось. Не знаю, у меня такое ощущение, что они просто на лаке какие-то игры выиграют, потому что в групповом этапе сумбур происходил какой-то. А Бескост в свое время, ну, в свою Бескост очередь, очень точнее, крутая команда. чуть-чуть, да, Да. получше выглядела. Бескост умеет Тем играть более- без давления Тем на более лане. это B1. И у них, ну, Виспер, как по мне, один из лучших оффлейнеров в мире. Если он будет на каком-то хорошем герое, я думаю, я поставлю здесь на Бескост. Team Spirit Boom, для меня Team Spirit должны проходить Boom. Без шансов. Вот. ГГ Fnatic Gladiators. Вот это очень тяжелый матч, который, опять же, это Бу-1. Все будет зависеть от драфта, от подготовки. Мне на самом деле тяжело здесь кого-то выделить, но я думаю почему-то, что Гладиаторы все-таки смогут. Даже несмотря на то, что Fnatic хорошо выступили в своей Они группе. плюс-минус неплохо смотрелись, а за Да. Fnatic я ничего не могу сказать, потому что я их особо не видел, поэтому я тоже скажу, что это будет рандомно. А вот RNG Entity, у меня в голове, знаешь, что Entity выиграли, типа, вылезли оттуда, мне кажется, у них мораль какая-то поднялась, потому что видно было по ним, что они подавлены. Возможно, они сейчас на плюс морали выиграют, но RNG в целом смотрелись, типа, первый день им лучше всех, а дальше, типа, ну, лучше, чем Entity, я бы сказал. Ну вот RNG команда, которая сыграла 9-1 в группе, и после того, как команда, 4 человека, кроме их пятой позиции, снова заболели коронавирусом, в итоге сыграли 9-9, упали в лузера. В моем понимании RNG на несколько голов сильнее, чем Entity, но невозможно предугадывать вот этот фактор болезни. Но как по мне, Кстати, да. как по мне, если Maybe соберется, если у него не будет какой-то там лютой температуры лихорадки, он в состоянии в одиночку закрыть эту команду. И я не знаю, что здесь делать. Конечно, я буду болеть за Entity, потому что там есть мои хорошие знакомые. Вот, но... Фишман? Фишман, Пьюр, Шелби Волк. Шелби Волк. Шторм Штормер, Катаоми. Болеть будем в любом случае за Метрим. наших. Метрим. Старый друг. Вот наш. с Тоби я не знаком, но видел его. С Тоби я знаком через одно рукопожатие. Как? Ну, через два. А с Хабибом? Хабиб? Его тут нет. Понял. Ну, был бы, то выиграл бы. Ну, если мы делали бы сетку UFC, да, мы бы обсудили это. Ну, кстати, вот еще Мы, будут кстати, не на сказали следующий ничего матч, про- ну, потому что это следующий день. Тундра OG, Лига Тастер. Как по мне, Тундра просто невероятная. невероятный. Это вообще, это, наверное, самая идеальная команда, которую я видел. Но группа — это группа. Не стоит ничего как бы поэтому судить, но все равно, из того, что я видел, если у них каких-то сильных эмоций не будет, ну, и они будут хотя бы на 70% того, что они играли в группе, показывать, они смогут победить OG. Но OG — это как раз-таки команда, которая умеет настраиваться на матчи. У них есть Сеп, который в роли психолога-тренера у них присутствует. Это команда, которая имеет огромное количество умов, которые могут, имея дополнительное время на подготовку к драфтам, сильно изучить команду и поставить ее в неприятное положение, и так, что Тундра просто не сможет брать комфортных героев и выигрывать всех в группе, как она это делала. Плюс это команда группы Б и команда группы А. Для меня группа А все-таки была посильней.
Поэтому в этом матче я ничего не могу сказать, это еще и дерби Ты европейское. вместо того, чтобы сказать, что их Тундра разнесут, решил там Потому про что какие-то я считаю, темы. что у G есть шансы, но все-таки я, наверное, тоже Тундру выделю в этой карте. Вот. Ну, я сам с мнением о том, что Тундра выиграют. Может быть 2-1, но я верю, что 2-0. Вот. А Liquid Aster, вообще, мне кажется, Liquid без шансов разнесут. Я считаю, Очень хорошо отыграли Liquid групповой этап. Но это из-за драфтов. Из-за драфтов, да и в целом. Я, ну, типа, я следил за ними группу, и если они берут некомфортных для себя героев, то им тяжело играть. Они с SF так и проиграли одну игру хотя бы? Ни разу они не проиграли с Да, SF, но его с им не SF-ом отдадут. 0. Я просто имею в виду, что если они берут комфортный драфт, они выносят. Но Астер — это команда, которая славится как раз-таки своим тренером, в первую очередь Ланемом, который очень хорошо готовится к командам. И поэтому здесь будет довольно-таки интересно. Если Liquid заберут своих героев, они тоже... Для меня они здесь тоже фавориты, судя по группам. Я бы выделил здесь сказал Liquid. 70-30 даже, может быть даже 80-20. Но я в Liquid верю больше, да. 60/40 в пользу Liquid. Как-то так. Я думаю, это точно будет Тундра. Я думаю, точно Тундра. Я думаю, это также будут Secret. Очень хорошей форме. Короче, PSG либо Secret. И AG. Я бы выделил 4 команды, потому что я не знаю, PSG, Secret, кто из них себя лучше покажет. Но вот эти 4 команды я подмечу. Да. PSG, Secret, они пусть там поделят этот слот. Я в эти команды больше всех верю. Я не знаю, кого еще может быть. Не знаю. Нужно понимать, что группы и игра на сцене перед зрителями — это вообще разные, как бы, Но разное фактов- давление. Ну, я выделю Liquid, Тундру и LGD, наверное. Вот так вот. Даже так. Не знаю, я хочу еще поверить То в есть в ЕГЭ. идеалыча не веришь? Я хочу еще поверить в ЕГЭ, вот для меня они топ-4, но не знаю, почему я не знаю, как они будут играть на сцене. Вот. Ну, хотя как будто бы для них это не проблема, по из-за того, что факту- все 5 игроков могут это делать. По факту мы ничего не знаем. Те же Spirit, типа, тоже мы про Spirit, них ничего не конечно. сказали. Spirit могут по нижней Мощнейшая команда, они прокатиться, могут да. по нижней пойти разнести их всех. Ну, я вот топ-5 команд могу выделить. Spirit, Тундра, Liquid, ЕГЭ, LGD. Ну, а я уже 4 выбрал, и пусть сюда будет еще и Spirit, так что... А вот сейчас не верим мы всех в Кристаллиса, Ну, а он как всех по верхней... Кристаллис? А он Ну, всех если по верхней Кристаллиса как- будут, типа, также пикать его героев, и также будут, если ему не берут его героев, сильно, да, самых, будут давать Нише, его лучших героев, и он будет тащить, то они могут. Но в Кристаллиса самого мало верится. Ну, миди у них очень жесткий парень. Да и оффлайн. В общем, Secret очень хорошо себя показывает. Ну, это посмотрим. это чисто по группам из того, что ты смотришь. Просто вот, например, те же Spirit, они играют круто, в следующей карте играют вообще, как будто другая команда зашла в лобби. И если они вот эту вот нестабильность свою уберут, они могут любую команду обыграть на интернешнле. Также и у LGD. Ты по группам видишь то, что они первую карту могут сыграть, как вот те самые LGD, против которых ты сидишь и думаешь, как их вообще хоть кто-то может обыграть. А во второй карте, вот как мы видели против Бэтбум, там какой-то странный драфт появляется, какие-то странные решения не от знаю, почему. соло, да, там SF просто вышку бьет соло, там Т1 на 30-й минуте умирает. То есть вот такие вещи, если LGD вот эту вот тоже свою уберут, я не знаю, как это называется, ну, чтобы они стали более Мы стабильными, про Нави забыли. они победят. Нави уже в финале. Ты это хотел от меня услышать? Нави может быть 6-й командой, которая пройдет. Кибербуллинг. Прямо сейчас на вашем экране. Почему? Это уже будет заголовок. Куман считает, что Нави Топ-6. 6 В чем тут будем то, что не топ-1? Киберхвалинг.